Друзья, всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Виктория, и это уже вторая попытка записать видео. Нам повезло, коты спят. Возможно, мы спокойненько запишем с вами целое видео на тему комплементарных ароматов. Наливайте себе чай, кофе. У меня, кстати, тут чай. Я бросила пить кофе больше недели назад, просто перехотела, но у меня низкое давление, мне все равно как-то надо получать кофеин, и я пью черный чай. У меня тут с бергамотом и нотками ванили. Так, ну еще с молоком. Не знаю, видно вам или нет. Я пью чай с молоком. Мой муж вообще не понимает, как это. Так, давайте начнем. Думаю, с ниши или с люкса. Давайте начнем с нишевых ароматов. И все падает. Это новинка 2024 года. Это The Witch от Zarka Parfum. Кстати, я заказывала его на рандеву. Вот здесь будет мой промокод. Точно так же там можно найти отливанты, можно найти сэмплы, чтобы не ошибиться с ароматом. Если вам блогер его нахваливает, да, это не значит, что этот аромат, правда, всем точно так же зайдет и точно так же раскроется. Поэтому лучше всегда тестировать. Но этот аромат я заказала вслепую. Он был по хорошей, в принципе, цене. Он недорогой, за 100 мл. И по описаниям, даже по негативным описаниям этого аромата, я понимала, что он именно то, что я ищу. А искала я аромат кокосового масла. Такой, знаете, кокос с натуральной сладостью и с древесным таким подтоном. Вот такое я искала, и это все оказалось в этом. Вы видите? Видели муху? Она прям как-то в экран летела. И прям оказалось то, что я хочу, вот один в один. У меня такое в первый раз, вот то, что я себе представляла по отзывам, оказалось вот в этом флаконе. Тут еще, кстати, есть Исей Супер или Амброксан, я не помню, какая тут молекула, но она дает аромату немножечко такой озоновой свежести, такой, я бы назвала это нота чистой родниковой воды. Я понимаю, что это довольно фантазийно, но я вот это здесь чувствую. И это именно молекула дает, именно молекулярные ароматы могут вот иметь такой аспект. Поэтому аромат шикарный. Это самый, наверное, элегантный, шикарный, роскошный кокос в парфюмерии. Так, дальше. Дальше, опять уж, если уж я начала с комплементарных свежих ароматов, то ими и продолжу. Это Royal Moresque, и с этим ароматом была забавная история. Мой муж им воспользовался, а я его вообще не узнала. Он зашел в комнату, я чувствую шикарный аромат. В смысле, я не мужа не узнала, а аромат. Он зашел, и я чувствую, настолько шикарный, дорогой аромат. Я даже не могу объяснить и разложить его на ноты вот в тот момент. Короче, когда он мне сказал, что это, я была очень удивлена, потому что, оказывается, со стороны это такой дорогой, роскошный и красивый шлейф, свежий, какой-то такой, он, вот прям сразу чувствуется, что это дорогой парфюм. Он, кстати, не так уж и дорого стоит, я не помню, 1009 стоил вот за 75 миллилитров, 10, 9, не помню, не знаю, сколько сейчас. Здесь есть сельдерей, пион, ирис, по-моему, опять же, то ли Исей Супер, то ли Амброксан, какая-то молекула есть здесь в базе. Древесность есть, но вот аромат цельный, да, его нельзя разложить на ноты, он немного запудривается к базе, но это не пудреница, да, это не косметическая пудра, это просто такое ощущение от аромата. Так, дальше, давайте два атара. Два атара у меня The Queen of Sheba и Fleur de Santal, просто моя любовь. Начнем давайте все-таки с этого. Этот аромат много лет со мной. На него я получала очень много комплиментов.
И у него есть отличие с Good Girl Gone Bad. Они похожи в шлейфе, но вот лично то, как я ощущаю, у меня есть и The Girl, у меня есть и Good Girl Gone Bad тоже. Отличие такое. Good Girl Gone Bad стартует таким персиковым османтусом. Кому-то он может показаться, кстати, резким, потому что на этот аромат, мне кажется, вообще люди разделяются. Либо делают комплименты, он очень нравится, либо аромат кажется резким. Моему брату, например, он кажется резким. Он стартует Good Girl Gone Bad османтусом персиковым, а потом появляется табачная нота. Здесь наоборот стартует таким кальянным табачком персиковым, а потом куда-то табак улетает, и остается такой вот свежий персиковый османтус, очень приятный, очень нежный, девичий. А табачок скорее, он может и есть где-то оттенком, но вот он уже вообще только подчеркивает этот красивый женственный османтус. И Fleur de Santal — это аромат появился у меня недавно. Да, я не успела на него получить комплименты, но все, кого я слушала, да, я много послушала отзывов, так как его вслепую заказывала, почитала много отзывов, и мне даже подписчица написала под предыдущим видео, что уже получила на этот аромат комплимент, хотя она его так и не полюбила. Это такое сочетание сладкой карамели, но такой нежной карамели и свежести в базе. Свежесть лично, да, мне она напоминает масс-кашмир, но нежный масс-кашмир. Нежный, без вот этой медицинской ноты, которую я в нем чувствую. Ненавязчивый, легкий шлейф. Аромат, я бы его отнесла к молекулярным. Он вот то затихает, то вот так вот очень красиво, сладко и одновременно свежо звучит. Там есть соленая нота, но не рассольная. Не рассольная сандал. Здесь, скорее всего, такой просто солоновато-древесный. Он не укропный, не рассольный. Ну, лично я, да, на себе не чувствую. Так как он молекулярный, он может по-разному открываться на разной коже. И на блотере, на коже тоже по-разному. Давайте дальше. Это Amouage Journey. Опять же, аромат сложный, неоднозначный, но я на него получала комплименты. Причем именно от мужчин. Но в холод, в холодную погоду, или если у вас дома бывает зимой холодно, как вот здесь в Испании, он хорошо звучит именно в холоде. Я чувствую тут персик, османтус, чай, какую-то ноту горного воздуха. Опять же, да, довольно фантазийная нота, медовость и такую тонкую замшу. На мне аромат открывается красиво, хотя я знаю, что кто-то говорит, что чувствует там бензин. Я не чувствую. Я долго принюхивалась, и, наверное, я понимаю, вот что тут за бензин можно принять. Наверное, вот эту вот замшу в сочетании с другими нотами. Необычная тут замша. Я ее даже не сразу почувствовала, хотя я обожаю замшу, кожу. Мне кажется, это замша. Вот такая какая-то. Не знаю, в общем, вслепую не заказывайте. Вот что я вам скажу. Вот так вот. Вообще ничего вслепую не заказывайте. Это такая наводка. Да, но блогеры, в конце концов, мы даем больше наводку. Мы не говорим, что все, вот бегите и вслепую заказывайте. Ну, конечно, нет. Особенно вот этот аромат. Он дорогой довольно-таки. Мое открытие этого бренда Лэн Клинк номер 7 Секуши. Это тут малина заявлена, но я ее не чувствую. Я тут чувствую какие-то сухофрукты и ягоды, возможно, да. Но если это и малина, то она такая сублимированная. Знаете, бывает в таких кашах растворимых из пакетиков. Овсяная, мне кажется, каша есть такая. Вот там такая малина. Еще, мне кажется, где-то есть такая, может, в мюсли добавляют. Не знаю. Вот только если такая. То есть такой свежей малины я не чувствую. И здесь на фоне есть кожаная нота. Но я, опять же, это чувствую как какой-то древесный ут, но очень далеко. Я вообще ут не люблю.
Но вот тут я это чувствую, причем мне приятно, но сам производитель, да, маркетологи этого бренда это называют кожаной нотой. Я кожу себе по-другому представляю. Так, дальше это Луис от Синонимов. Тут есть модная вишня. Я понимаю, почему она модная, потому что аромат собирает комплименты. Я думаю, все вот эти вот ароматы с такой вишней собирают комплименты. А здесь большой плюс, что в этом аромате она звучит, эта вишенка, все время до самого момента, пока да, аромат не затихает окончательно. На мне, кстати, он держится целый день, но у него средний шлейф. Для меня это плюс. Я люблю, когда аромат можно носить везде, не боясь никого придушить. Также здесь я чувствую такую кремовость, но, скорее всего, это такое косметическое средство с кремовой такой отдушкой. Это не что-то такое гурманское. Немножечко алкогольности, немножечко древесности. Все очень сбалансировано. Очень-очень все там друг к другу хорошо притерто, то есть все как будто пропитано, да. Но вишня, она все равно на первом плане. И это вот мне нравится в аромате. Потому что, например, в Том Форде вишня куда-то очень быстро улетучивается, а потом аромат такой пряный, густой, и в общем, он меня давит. Вот он меня давит. А в этом такого совершенно нет. Поэтому мне нравится. Так. Это Госа от Jeroboam. Сразу скажу, что я его получила весной. И все лето я его не носила. Потому что летом было очень жарко. Вообще мне не хотелось таких ароматов густых, сладких. Поэтому все лето он у меня стоял. Но обзоры, которые я смотрела на этих ароматах, на этот аромат, как русскоязычных блогеров, так и испаноязычных блогеров, они все в один голос утверждают, что этот аромат собирает комплименты. Здесь самая необычная тубероза из всех, которые я слышала. Она с оттенками тропических фруктов. Конкретно я это ощущаю как ананас из консервированной банки. Но я такого больше нигде не встречала, и такое-то личное мое восприятие. Я почему-то, не чувствую я персик. Прям вот если сказать, вот тут есть персик, и прям вот искать его, то да, я скажу, окей, есть, но все равно консервированный для меня. Еще тут есть сливочность в аромате, кремовость такая, и пачули, шоколадные пачули. Но тут мне кажется, что не на всех они вот так откроются. На мне они открылись только в теплую погоду, а вот на горячей коже, скорее всего, они должны хорошо звучать. Угу. Мне, кстати, этот аромат не похож на мюглеровский, его сравнивают. Мне не похож. Я не очень люблю мюглера, ангел от мюглера. Так. Монталь Crystal Flowers. Много лет со мной. Стабильно собирает комплименты. Тут такая роза. Она довольно-таки свежая, но со сливочным оттенком. Я тут слышу ноту табака. Не знаю, что за нее отвечает. Здесь есть ландыш, и он придает немножечко такой хорошей мыльности, свежести аромату. И капелька мускуса. Вот и Rose Musk и этот аромат для меня, они разные. Узнается, да, в звучании, что это Монталь, вот и тот, но здесь нет такого мускуса. Я вот Rose Musk никогда не хотела именно из-за этого мускуса. Не то, что он мне звучит как-то его по-страшному описывают потными мужиками, так он для меня не звучит. Но мне больше нравится, когда на первом плане вот тут, например, роза. Дальше. Nirvanesque HFC. Самая вкусная кондитерская ваниль. Нет, не самая, одна из самых вкусных. Дальше будет еще такая же одна. Это пломбир, сливочный, ванильный, в вафельном стаканчике и кожаная куртка и капелька весеннего воздуха. Это, конечно, опять же вымышленная нота, но вот я так ощущаю этот аромат. Шлейф шикарный, потрясающий.
Вот его надо ощутить в шлейфе. Это с этим ароматом было забавно. Ульяшка мне отдала пробник свой этого аромата, потому что, ну, как-то вот он ей, ну, мимо прошел. Она его потестила и положила. А я прям влюбилась и стала носить его. И приехала к ней в гости в этом аромате. И, в общем, иду я, шлифлю, как это сказать. Она его чувствует и говорит: боже, что это такое потрясающее, чудесное. Я говорю: ну это же тот, который ты мне отдала. И, в общем, она заказала себе целый флакон этого аромата. Дальше MDCI Peche Cardinal. Аромат спорный, я согласна. Кому-то он фу-фу-фу, а кого-то любовь, любовь, любовь. Но я получала на него комплименты. Тут в начале есть такая нота. Я это слышу как черную смородину, но кому-то она звучит пластиком. Мне кажется, что она такая прям очень концентрированная. Но это первое, что я услышала в этом аромате. А потом в сердце появляется тубероза персиковая, а к базе это уже вообще такие персики для меня. И для меня это нежный аромат, но именно к базе. На старте так про него в жизни не скажешь. Ну, в общем, тестить обязательно. Очень дорогой аромат. Его бы в жизни я не рекомендовала никому, даже, наверное, большой такой от Левант вслепую заказывать. Он не дешево, 4 с чем-то тысячи, что ли, стоит на рандеву. В общем, лучше потестить, лучше сначала даже в сэмпле потестить. Я же вообще обещала ваниль-то. Ну, конечно, куда? Путана де Паласес. Дорогие мои франкоязычные друзья, подписчики, напишите, как переводится правильно название этого аромата, потому что я всегда была уверена, что это что-то про Путану во дворце. Даже где-то, да, я не сама придумала, я где-то это находила, эту информацию, но недавно я забила в переводчик, в Яндекс.Переводчик, и он мне выдал «Чёртовы дворцы». Я удивлена. В жизни будет прежней. Здесь ваниль кондитерская, но она уравновешена кожей, она уравновешена имбирем в верхних нотах. И здесь еще такой есть аспект фиалки, свеженапечатанной страницы глянцевого журнала. Вот есть у фиалки такой аспект. И пудра, конечно, есть пудра. И помада. Здесь, по-моему, заявлена роза, но она вот именно отвечает за помаду в этом аромате. Не чувствую тут никаких ужасных мускусов. Меня даже обвинили в анасомии. Да? Друзья, я понимаю, что про ароматы есть разные мнения. Есть мнение, что это вообще фу-фу-фу, но переходить на личности, да, обвинять там вот, раз ты этого не чувствуешь, значит, у тебя анасомия, я против этого, да. Про то, что человеку может не понравиться, он может высказываться об этом открыто, я только за. Но вот без перехода, что с тобой что-то не так, если ты не чувствуешь так, как я. Дальше. Adults от Kilian. Аромат красивый именно в шлейфе, потому что когда я его вот потестила, мне вообще в слепых затестах попался, я его прям вообще не поняла. Вот этот аромат от ненависти до любви. Мне очень сильно он рассолил, и в то же время чем-то сладким, да, ванилью какой-то отдавал. Я вообще не поняла его. Но когда начала носить, я влюбилась в его шлейф. Это такой древесный, чувствуется тут инжирное молочко, ваниль. Очень дорого, очень красиво. И еще есть фиалка, вот та же самая, с аспектом свеженапечатанного глянцевого листа, какого-то журнала глянцевого. Очень красиво. Надо мне чай пивнуть. Так, у меня тут чуть-чуть люкса осталось. И мне кажется, все знакомы с этим ароматом. Те, у кого он был, 100% получали комплименты. Это хрустальные цветы. Я еще чувствую тут как будто нотку такой свежей родниковой воды, древесность и ну вот как будто есть еще цветущая сирень.
Вообще ощущение, что все цветы, которые здесь, они именно весенние, именно цветущие. Мой муж сказал, что здесь есть 100% сирень, а вот от него это самая высшая похвала аромату, когда он говорит: сирень. Если ему не нравится, ну, если аромат скучный, неинтересный, он обычно говорит: ну, это что-то ванильное. Ну, даже не всегда это на самом деле ванильное. Pure Poison от Dior. Очень сексуальный аромат, но он такой уравновешенный, да. Это не прям какая-то эротика во флаконе, как Crystal Noir, нет. Он все-таки поспокойней. Это ваниль, дерево, жасмин, белый мускус и бергамот, по-моему, тут в верхних нотах. Собирает комплименты, он узнаваемый. Узнаваемый, ну, мне кажется, вот людям это и нравится, что они чувствуют, что это такое родное, понятное, близкое. Он вот вроде бы и холодный, и одновременно с этим теплый, обволакивающий. Ой, похоже, какие-то флакончики такие круглые, сиреневые. Fleur Mask. Универсальный аромат. Вот это такое совпадение, когда он и комплементарный, и вот универсальный на каждый день, зимой, летом, весной, осенью, неважно. Это пион. Ну, вообще тут роза заявлена, но она скорее звучит как пион. Поэтому даже если вы не любите розу, попробуйте этот аромат. Он, кстати, есть на Рандеву, хотя он снят с производства именно в туалетной воде. Парфюмерная, она более сладкая, более пудровая, более густая. А этот аромат, он вот по стойкости не уступает и по шлейфу парфюмерной, но он посвежее. Тут бергамот есть, чайный в начале. Чуть-чуть есть пудра, она есть. Скорее всего, мускус вот этот родригесовский это дает. И, ну, такой роза-пион. Свежий аромат. Вот его бы я скорее назвала свежим, но с такой горчинкой. И последний аромат. Я прям схватила на него комплимент, когда еще думала, покупать или нет. В магазине нанесла на себя, пошла и вот начала в этот же день собирать комплименты. Это Mon Guerlain Intense. Ваниль мадагаскарская с горчинкой. Очень дорого звучит, вкусно. И лаванда. И какая-то есть нота сливочная. Ой, в общем, аромат классный. Классный и комплементарный. Он такой теплый, нежный, согревающий. Не выпирает здесь лаванда. Не дает она какой-то, знаете, такой аспект фужера, одеколонистости. Нет, она, скорее всего, тут даже ваниль. Ваниль в первых рядах. Так, ну все. Я рассказала про все ароматы. Друзья, спасибо, что вы были со мной. Сегодня даже коты как-то вели себя спокойно, дали видео записать. Пишите свои комплементарные ароматы, что-то из этого, если совпадает. Все. Хорошего вам воскресенья. Я всех целую, обнимаю. Не забудьте подписаться на канал, поставить колокольчик, поставить палец вверх. Все, всем пока-пока.